Герой этой истории родился и вырос в маленькой деревне. На протяжении всей своей юности он ходил с отцом в лес. Когда юноша вырос, он стал охотником, и однажды с ним произошел случай, который отпечатался в его памяти на всю оставшуюся жизнь. В один из дней Михаил проснулся на восходе солнца и направился в лес на охоту. К обеду своего путешествия он решил сделать перерыв и остановиться. Впереди охотник увидел поляну, на которой смог бы идеально отдохнуть. Однако, оказавшись на ней, мужчина опешил. Посреди поляны стояла волчица. Человек замер от страха. Хищница явно услышала приближение охотника, поскольку смотрела прямо на него. Но, похоже, волчица не хотела причинять ему вред. Сбитый с толку поведением волчицы и не желающий стрелять в нее, мужчина медленно опустил поднятое до этого ружье и начал медленно приближаться к животному. Увидев, что человек движется к ней, волчица начала отступать на несколько шагов назад. Когда животное пошевелилось, Михаил заметил, что это была самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что у нее поблизости были детеныши. Также охотник заметил, что животное хромало. Беспокоясь о здоровье волчицы, мужчина тихо окликнул ее. Это, казалось, успокоило хищницу, поскольку она перестала рычать и позволила ему приблизиться на несколько метров ближе. Как только Михаил приблизился к ней, он понял, что рана у волчицы была намного хуже, чем он думал. Кто-то явно пытался застрелить бедную зверюгу, и пуля попала ей в заднюю часть ноги, после чего пошло заражение. Увидев ужасное состояние раны, охотник немедленно попытался помочь, но дикая хищница своим рычанием удерживала его на расстоянии. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Волчица повернулась и начала уходить к краю поляны, но остановилась, как только достигла деревьев. Именно в этот момент охотник начал слышать писк маленьких волчат. Большая волчица аккуратно подняла с земли одного из детенышей и, прихрамывая, направилась обратно к Михаилу. Добравшись до него, она положила волчонка к ногам мужчины. То же самое волчица проделала и со вторым детенышем. Человек был невероятно поражен тем, что происходило. Он немного опасался того, что она может напасть, если он прикоснется к ним. Однако волчица начала уходить от охотника и своих детенышей и, обернувшись в последний раз, исчезла в лесу. Михаил понимал, что мама-волчица не бросила бы своих детенышей просто так. Видимо, она осознавала, что у нее оставалось не так много времени, и хотела убедиться, что ее дети выживут. Не желая оставлять двух молодых волчат на произвол судьбы, Михаил подхватил животных на руки и отправился обратно через лес к своему дому. Благополучно вернувшись в деревню, он решил отвезти двух волчат к местному ветеринару и убедиться, что с ними все в порядке. Со временем два детеныша выросли и окрепли. Сотрудникам местного зоопарка стало известно о двух молодых волках. Они предложили их выкупить у мужчины. Однако, даже несмотря на большую сумму денег, охотник отказался расставаться с животными. Он верил, что, отдав их, это будет предательство. В конце концов, пришло время вернуть их в природу. Они выросли сильными особями и обладали всеми навыками, которые им могли пригодиться в лесу. Михаилу было грустно наблюдать за уходом волков, но так было лучше. Но вскоре произошел случай, который доказал, что все то добро, которое сделал наш герой, не прошло бесследно. Пару лет спустя мужчина отправился в лес на поиски дичи и там наткнулся на огромного медведя. Его ружье заклинило, и он бросился бежать. Но сбежать ему не удалось, и животное настигло его в лесной чаще. И тут напуганный мужчина вдруг увидел двух волков. Это были они, его малыши. Они бросились на медведя, чтобы человек успел убежать. Медведь же, устав обороняться, ушел в лес. Тогда охотник понимал, что больше не увидит своих волков. Но он был счастлив, что они живы, здоровы и адаптировались в дикой природе.
Волки отплатили человеку добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.